Задумывались ли вы, какой стресс переживают ваши зубы во время новогоднего застолья? Сладости, газировка, алкоголь — все это наносит вред улыбке. Меня зовут Ольга, я врач-ортодонт, и в этом видео я расскажу, как защитить свои зубы во время новогодних праздников без лишних ограничений. Итак, возглавляет наш рейтинг символ Нового года — мандарины и все его кислые собратья. В принципе, все, что вы можете встретить на новогоднем столе — это апельсины, яблоки, груши и так далее. Такие продукты содержат кислоту, которая разрушает эмаль и способствует возникновению чувствительности. Как это происходит? Во рту примерно нейтральная среда. Когда вы едите какие-то кислые продукты, вы смещаете среду ротовой полости в более кислотную среду, а она тем самым начинает взаимодействовать с минералами в ваших зубах. Минералы вымываются, и возникает повышенная чувствительность зубов, что ощущается достаточно дискомфортно, как оскомина во рту. И в этот момент вам следует остановиться, перестать есть кислотные продукты и просто сполоснуть рот водой и съесть какой-то щелочной продукт, например, банан. И если вы не хотите, чтобы зубы сводило от соприкосновения с горячей пищей или холодными напитками, просто не злоупотребляйте кислыми продуктами за новогодним столом. Кстати, о горячем и холодном. Салаты из холодильника, горячие с пылу с жару блюда, ледяное шампанское и так по кругу. Именно так происходит классическое новогоднее застолье, и такие температурные колебания, они могут стать причиной формирования трещин в эмали ваших зубов. И почему же это происходит? Если немножко углубиться в физику, то все тела при нагревании расширяются, при охлаждении сужаются, и так как эмаль — это не пластичная структура, то в ней просто возникают трещины от таких колебаний температур. Но это не означает, что вы не можете пить какие-то горячие, либо наоборот холодные напитки, просто не нужно это совмещать. И чем же в принципе опасны трещины? Чем более целостная эмаль, тем зуб прочнее. Соответственно, с трещинами он становится более хрупким. И, допустим, после того, как вы поели какой-нибудь очень сладкий тортик, не почистили зубы, сахару очень просто проникнуть в эту трещину, то есть вглубь зуба, и спровоцировать более быстрое образование кариеса. Также не стоит злоупотреблять употреблением газировки и шампанского, ведь помимо того, что там большое количество сахара, там еще большое количество газов, которые дополнительно вымывают минералы, микроэлементы из эмали зуба и разрушают его. И раз уж речь зашла о шампанском, я не могу не упомянуть о том, что любой алкоголь, он сушит полость рта и, как следствие, снижает уровень нормальной микрофлоры. В таких условиях прекрасно себя чувствуют вредоносные бактерии, которые вызывают воспаление десен. Но не все так однозначно. Даже негазированный алкоголь вредит зубам. Например, употребление белого вина делает поверхность зубов более восприимчивой к воздействию красителей. А красное вино уже содержит в себе краситель, что может повлиять на цвет ваших зубов после новогоднего застолья. Также нужно отметить, что продукты с высоким содержанием крахмала, какие-то вязкие продукты, тарталетки, чипсы, начосы, нуга, такие продукты очень легко прилипают в какие-то труднодоступные места эмали. Вы не сможете их как-то просто убрать языком. И это будет отличная среда для развития бактерий. Следует быть аккуратным с красящими продуктами, особенно после чистки, отбеливания каких-то новых пломб, потому что они на себя больше цепляют пигмента, и поэтому красное вино, либо селедка под шубой, они нанесут вам чуточку больший вред и повлияют на цвет эмали. Ну и в завершение хотелось бы сказать про сладости. В принципе, про сахар и его вред мы уже сказали. Хочу отметить отдельно это ириски, карамельки и прочее. Очень аккуратно. Часто какие-то сколы либо выпавшие пломбы в новогоднюю ночь происходят по их вине. Ну и финально хотела бы рассказать, как защитить свои зубы после новогоднего застолья. На самом деле совет очень простой. Просто почистить зубы перед сном. В целом, как и в повседневной жизни. Но почистить правильно, и как это сделать, я расскажу в следующем ролике. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся в следующем ролике.